тихом спальном районе, где жизнь текла размеренно и спокойно, старушка Марина Степановна возвращалась домой из магазина. В руках она несла тяжелую сумку с продуктами, а в глазах читалась усталость и грусть. Ее жизнь была одинокой. Дети жили далеко, муж давно ушел из жизни, и теперь она проводила дни в тишине, изредка общаясь с соседями. Но в этот день ее привычный путь домой превратился в настоящую пытку. Из-за угла вышла группа подростков. Они шумели, смеялись и, заметив старушку, сразу же начали ее преследовать. Сначала это были просто глупые шутки, но вскоре они перешли на оскорбления и маты. Марина Степановна старалась не обращать внимания, но слезы сами катились по ее щекам. Она ускорила шаг, но подростки шли за ней, продолжая издеваться. Их голоса звучали все громче, а слова становились все грубее. Старушка чувствовала себя беспомощной. Она оглядывалась по сторонам, но вокруг никого не было. Ей хотелось кричать, звать на помощь, но голос будто застрял в горле. Она только шла, сжимая сумку, и плакала. Вдруг из подъезда вышел мужчина. Это был Игорь, местный автомеханик, высокий, крепкий, с решительным взглядом. Он сразу понял, что происходит. Не раздумывая, он направился к подросткам. Его шаги были уверенными, а лицо выражало гнев. Подростки обернулись, но не сразу испугались. Один из них, самый наглый, попытался огрызнуться, но Игорь, не говоря ни слова, схватил его за ухо. Парень закричал от боли и сразу же начал извиняться, обещая, что больше так не будет. Остальные подростки, увидев это, бросились в рассыпную, даже не попытавшись заступиться за своего товарища. Игорь отпустил парня, но строго предупредил его, чтобы больше такого не повторялось. Затем он подошел к Марине Степановне, которая все еще стояла, дрожа от пережитого. Мужчина мягко предложил помочь донести сумку до дома. Старушка кивнула, и они пошли вместе. Игорь ненадолго зашел к ней домой, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Перед уходом он оставил ей свой номер телефона, пообещав, что всегда готов прийти на помощь. С тех пор подростки больше не трогали Марину Степановну. А Игорь стал для нее не просто соседом, а настоящим другом. Иногда он заходил к ней, помогал по хозяйству, и они пили чай, разговаривая о жизни. Марина Степановна чувствовала, что в ее жизни снова появился луч света, а Игорь понимал, что даже маленький поступок может изменить чью-то жизнь к лучшему. Дорогие зрители, а вы когда-нибудь судили о человеке только из-за его внешности? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.